Расскажи вот людям, как ты попала в Египет, в Хургаду, и сколько ты здесь живешь? Я живу здесь уже 6-й месяц. Мгм. На самом деле, никогда в жизни я не думала, что я буду жить в Египте. Даже не предполагала, я никогда не рассматривала это место как место, где действительно можно просто жить. Так как у меня есть опыт жизни не в моей стране, то бишь я прожила, например, там во Вьетнаме 8 лет, я была еще в других А что там странах. делала? Я работала гидом. Да. Да, была такая достаточно интересная, насыщенная жизнь. На тот момент у меня был муж. Мы приехали в Вьетнам в далеком 2013 году. Я тогда только начинала свою, скажем так, работу в туризме. Мы приехали туда в никуда, абсолютно. Сначала было как бы непривычно, тяжеловастенько даже, но потом, если ты найдешь любимое дело, то ты не будешь работать ни дня. Это было именно так. Я работала гидом с нашими людьми, да, русскоязычными, скажем так. Проводила экскурсии индивидуальные, различные, групповые, по разным интересным направлениям. Людям нравилось. Ты училась на этом? Нет. Ты просто, можешь это делать, да? Да. Мгм. Это было непросто. С первого дня было непросто. Вы не представляете, что такое, когда ты садишься в автобус, за твоей спиной 13-50 человек, и тебе нужно к ним повернуться. Это очень страшно. Открыть свой рот и начать что-то говорить, и чтобы они тебя слушали. Но по итогу это как-то так получилось, и мне стало нравиться этим заниматься. Я ездила по различным направлениям. У нас с мужем было небольшое свое турагентство. Оно было совмещено с вьетнамцами. И, соответственно, грубо говоря, мы вместе сотрудничали. Вот. И как-то все было здорово. Все было хорошо, все было прекрасно. Мы зарабатывали хорошие деньги, мы дарили людям эмоции. Но потом стукнул ковид, и мы, соответственно, были вынуждены уехать. Уехали мы, сама я из города Екатеринбурга. Мы вернулись туда, прожив почти 9 лет во Вьетнаме. Вернулись в никуда. Было ощущение, что ты вырос, у тебя было все прекрасно, и тут ты возвращаешься в никуда, как будто бы тебе снова 15 лет, у тебя ничего нет. Мне очень хотелось свое жилье, но, опять же, у меня была очень интересная история с мужем, поэтому, грубо говоря, я всегда хотела, чтобы у нас был свой угол, а он считал жизнь эту совсем по-другому и считал, что этого не нужно. Но по итогу сейчас у меня есть жилье свое, которое я так хотела, я плачу за него каждый месяц ипотеку, ну и бог с ним, я все равно рада, что у меня есть свой угол. Вот. И, значит, соответственно, приехав в Россию, мы старались как-то найти себя, начать чем-то заниматься, но пожив уже и увидев другую жизнь, не может человек вернуться обратно. Это не только какие-то мои мысли, да, это мысли большинства людей, которые когда-либо попробовали пожить где-либо, потому что они смогли увидеть какую-то другую жизнь. Если вы собираетесь в Египет на отдых или же планируете пожить здесь длительное время, то напомню вам, что вы можете у меня заказать консультацию на любую тему касаемо Египта. Я вам помогу сэкономить деньги, энергию и время. Звоните, и да будет вам счастье. Вот, по итогу, в ковидное время, соответственно, мы вернулись, и сначала было нелегко, у нас ничего не было, потом мы все-таки взяли квартиру в ипотеку, пытались как-то встать на ноги, но душа не принимала. То есть я работала там в агентстве, там еще чем-то занималась, но каждый день мне было плохо, очень. Я смотрела на эти фотографии, на эту ту жизнь, на море, и мне хотелось вернуться, мне хотелось безумно вернуться. По итогу, когда мы вернулись, и жизнь стала уже не такой сладкой, я только такое слово могу в данном контексте употребить. Ну, не яркая, не насыщенная, да?
Да, значит, также мне открылся по-другому мой муж. Я поняла, что я человек, который не готов стоять на месте, мне хочется вот этого, как женщине чего-то хочется. Также мне хотелось семью, но моему мужу это было не нужно. По итогу он не смог реализовать себя в нашей стране. Первое, потому что не хотел, второе, потому что он всегда думал, я вернусь во Вьетнам, и у меня снова будет эта беззаботная моя классная жизнь. А почему беззаботная? Потому что там не нужно столько ответственности, столько прилагать усилий. Там достаточно, как он всегда говорил, это тебе для жизни нужно вот это и вот это. А мне достаточно тарелку риса, пива, друзей и вот это вот все. Но дело в том, что для меня это казалось прожиганием жизни. Ну да, так и есть. Это мне было неинтересно. По итогу нас развел Бог. Я считаю это так, потому что произошло очень сильно болючий разрыв. Сейчас, спустя время, я могу говорить об этом с легкостью, и мне очень хорошо на душе от этого. Но в тот момент, когда это все происходило, я думала, что я честно выйду в окно. То есть мы жили, как бы вроде бы все было неплохо, но всегда была такая история, я не знаю, почему люди с этим сталкиваются. У меня нет ответа на этот вопрос, но, знаете, когда ты вроде бы красивая девушка, ты всегда стараешься, ты всегда все делаешь для своей семьи, ты знаешь, что ты ответственная, что ты даже ты просто хорошая девушка. Хороший человек, хорошая девушка. Да. Там, не знаю, есть девушки, которые не умеют готовить, допустим, их любят, а ты умеешь готовить. Но всегда у нас были такие моменты, мне было это непонятно, мне до сих пор хочется знать ответы на эти вопросы. Допустим, почему-то моему мужу было в тягость, так тяжело просто взять и на 8 марта подарить мне цветы. Он всегда говорил, что праздник 14 февраля не относится к нам, потому что это как бы католический праздник, и чего ты хочешь, типа, вообще. Конечно, не всегда так было, были и моменты, что он меня и радовал, но чаще всего почему-то я испытывала боль. Но мне кажется, он немножечко мудак. Возможно. Просто ты этого не видела, когда была очень занята. Дело в том, что мудак рано или поздно очень сильно проявляется. Да, и тут произошла такая ситуация. Просто чтобы примерно вам понимать эту картину, то есть мы прожили с ним 8 лет в браке. Простите меня, 4 из них мы встречались, а потом уже брак. Официальный, да? Официальный, да. Он детей не хотел? По поводу детей он всегда говорил, он не мог иметь детей. Как это? Он не мог иметь детей. Бог не давал нам детей, то ли он не мог иметь детей, то ли вот что-то такого плана. Мы часто ходили к врачам, у меня даже однажды был случай не очень такой болючий, у меня у меня была задержка, она была всего 3 дня, но мой мозг меня как-то так увел, и мне казалось, что уже прошла неделя. И я помню вот эти чувства, когда я пришла к гинекологу, и я думала, что все, я так хотела этого. И когда я поняла, что я ошиблась, и что нет никакой задержки на самом деле, у меня такое было чувство отвратительного, просто, я не знаю, как его объяснить. Но я сейчас уже понимаю, что да, спасибо Господу, что у меня нет детей от этого человека. Да. Потому что я бы страдала до безумия, я бы уничтожила себя, свою душу, свою внешность, сделала бы больно своим родителям и так далее. Вот. По итогу, когда мы вернулись в Россию, и вот прожили там энное количество времени, я видела, что он не хотел брать на себя ответственность, он не хотел зарабатывать, он не хотел давать ничего нашей семье, прямо не хотел. Я с ним очень часто говорила, мне было очень больно, мне было непонятно, но для него было круче пойти, в его жизни был алкоголь. Алкоголь, да? Да. Ну да. Алкоголь... Мудаки должны расслабляться, потому что вот эти их деструктивные чувства, они их сильно съедают. Поэтому алкоголь, наркотики, они их расслабляют хоть на время. Да, и мне всегда было странно. То есть самое интересное, что
В этом человеке было 2 человека. Один из них был потрясающий, реально адекватный, прекрасный, а второй был ужасный. Ну, убийца Бишимбаев, в нем тоже было 2 человека. Обаятельный, интересный, очень интеллектуальный. А другой садист, маньяк, убийца. Да, такое, видимо, имеет место быть в нашей жизни. Однажды произошла такая интересная ситуация. Ну, она, наверное, на самом деле не какая-то великая, но все же. Ну, в общем, мой муж поехал к другу своему в другой город, и там произошла жесткая драка. Он попал в эту драку, но когда я об этом узнала, мне было настолько стыдно, потому что мне казалось, ну кто еще мог в нее попасть, кроме тебя? Но это же так очевидно, потому что ты со своим гонором, когда ты пьяный, как ты себя ведешь, понятно, что кто-то тебе врезал, потому что я 1000 миллионов раз хотела врезать ему за его свинское отношение, если честно, иногда ко мне. Вот, значит, в этот момент, чтобы вы понимали, это мой первый шажок в Египет. В этот момент я поняла, что я просто не могу больше и не хочу. Я не хочу больше этого насилия над собой. Несмотря на то, что ранее мне казалось, что это вполне нормально, и вроде бы как бы у меня же семья и так далее, но на тот момент я поняла, что я больше не могу никуда идти с этим человеком. Я собрала вещи. Здесь в Египте живет моя очень близкая подруга. Мы с ней много лет уже друг друга знаем, но просто так произошло, что на тот момент она мне пишет: приезжай в Египет на несколько дней, просто развеяться. Для меня, я зажглась этой идеей. Происходит такая ситуация, я нахожусь дома, приезжает мой муж из этого города с несчастными глазами, с опухшим всем лицом и говорит: прости, извини, так больше не будет, я никогда больше не буду пить, да все изменится, на-на-на. Я говорю: я уже купила билет. Он испугался. Я на тот момент первый раз за много лет увидела в его глазах действительно какой-то страх. Возможно, это был страх потери меня, а может быть, это был какой-то и другой страх. Но по итогу так получилось, что мы полетели вместе. То бишь я ему сказала: ты знаешь, мне все равно, я больше не могу. Полетели, но вряд ли этим что-то изменится. Мы прилетели сюда, человек не пил долго. Это был абсолютно другой человек. Абсолютно. Я думала, больше в тот ад мы уже не вернемся. Но нет. Мы побыли здесь в Египте совсем недолго, примерно неделю. Причем я не путешествовала нигде, ничего. Мы просто море, пляж, друзья, море, пляж, друзья. Все. Соответственно, потом мы возвращаемся обратно. Все продолжается то же самое. Какое-то время он не пил, да, все было здорово. В общем, потом все продолжается то же самое. Я понимаю, что, понимаете, я опустошена. Я не чувствую никакого внимания, ни какой-то доброты, никакого тепла. Это только сейчас, спустя время, я думаю, почему вообще я себе это допускала? Почему я позволяла ему меня гнобить, говорить, что я плохая, унижать? Я 1000 миллионов раз пыталась вернуться к заведению детей, но однажды он мне сказал: это ты виновата, это ты такая, это ты плохая. Да. Хотя сам он был ни хренашечки не хорошим. Но опять же, я всегда относилась к этому как с каким-то пониманием, потому что я думала, ну ты же его выбрала, он выбрал тебя, он твой муж, и по каким-то человеческим моментам вы там идете вместе по жизни. Вроде бы много у вас уже прошло всего, и мы были, как говорится, и в горе, и в радости. Вот. Но по итогу происходит куча миллионов событий, но все сходится к одному. Я запомнила это на всю свою жизнь. Ноябрь месяц, зима. Я даже не помню, с чего все началось. Он устраивается на какую-то работу, обещает золотые горы и говорят, что я все смогу, да я там встану на ноги, там то, сё, 5-10. Я говорю: хорошо, я его пытаюсь поддерживать, всегда его дома ждет горячий ужин, там любимая женщина, не знаю, насколько любимая, ну и так далее. И происходит такая однажды ситуация. Помимо этого было много всего, просто, наверное, возможно, не хватит и 100 часов, чтобы рассказать это. Но все же, какой-то вечер он возвращается с работы.
А все вокруг, вы знаете, когда вы чувствуете, что все настолько напряжено, даже в воздухе какое-то особенное напряжение, к нам приходят друзья. На тот момент эти люди были для меня просто люди. То есть я знала эту девушку хорошо, в принципе, неплохо, да, наших друзей. Ее мужа я знала давно. И вот мы дружили, грубо говоря. Они пришли к нам домой, ну, как обычно это происходит, гости. Как я приготовила еду очень вкусную, у нас было там шампанское, ну, молодые люди что-то там пили, какой-то другой алкоголь. И, значит, мы все мирно, дружно разговаривали. Потом мы включили музыку и начали немножко танцевать. Причем в этот момент мой бывший муж мне посылал воздушные поцелуи и так далее. И все, казалось бы, было вполне неплохо. Но потом произошли самые страшные вещи в моей жизни. Меня переклинило. Меня переклинило в минуту от 1000 миллионов обид и боли, которые он причинил. От гадостей, от поступков дурацких, тупорылых, пустых, каких-то ничтожных вещей, которые он творил, а я прощала, как идиотка последняя. Я не знаю, я не понимаю, что произошло той ночью, но на фоне того, что меня переклинило, и я начала ему это что-то высказывать, мне было очень плохо, я ему сказала: собирай свои вещи, уходи, я больше не могу, я больше не хочу. По итогу наши друзья от нас ушли, они все прекрасно понимали, и они даже пытались нас успокоить, но меня было уже не остановить, потому что настолько этот ком был силен и огромен, что я не знаю, сводила ли у вас когда-нибудь мышцы лица от напряжения. Это было так. И это была очень страшная ночь, потому что я никогда не чувствовала на себе удары и все вот то, что я испытала в ту ночь. Человек повел себя как последняя сволочь, я не побоюсь этого сказать. Он высказывал мне абсолютно грязные, мерзкие вещи. Он поливал меня грязью, а я поливала его, потому что это был единственный способ защититься. Да. Мы дрались, мы душили друг друга. Я думала, мы друг друга просто убьем. Я выбегала в одних трусах из квартиры, потому что мне было страшно. А на следующий день в 10 часов утра мне нужно было выйти на работу и 12 часов работать с людьми. То есть, в офисе. Он знает, что я люблю свои волосы и дорожу ими. Он абсолютно без какого-либо угрызения совести и всего остального, он специально хватал меня за волосы. Он меня душил, он поднимал руки, он вел себя как тварь. Я не могла остановить его, потому что как минимум он сильней. Мне было страшно, но желание убивать за то, что тебя обижают, никуда не девалось. Мне всегда очень хотелось, чтобы сейчас зашел какой-то огромный, взрослый, сильный мужик и просто врезал ему пощечину. Но этого мужика рядом со мной не было в тот момент. И единственное, что я могла, это бросаться на него как кошка. Причем самое мерзкое, что в какой-то момент я захотела все это остановить. Я говорю: все, уходи в другую комнату, я больше не хочу. Ты завтра соберешь вещи, и мы разойдемся на всю жизнь. А он специально заходил в эту комнату и оскорблял. Я закрывала дверь, он заходил снова и снова оскорблял. Короче, это было долго. Через час мне нужно было выходить на работу. Когда я шла на работу, я была полностью вся. У меня были синие руки, синее лицо. Я все это, конечно, замазала, никто не понимал, что со мной произошло. Я отработала каким-то волшебным образом этот день. А после этого ему нужно было всего неделя. Неделя для того, чтобы окончательно вставить мне нож в спину, продать нашу машину, купить себе билет во Вьетнам и уехать. Я очень признательна ему за то, что он
заплатил наш кредит, который у нас был в Тинькофф банке, и он не лег на мои плечи. И я очень ему благодарна, что он купил этот билет и уехал. На данную минуту времени безумно. Когда он уехал, я помню этот день. Это было 21 ноября. Совершенно случайно, смотря историю в компьютере, я увидела, что он купил билеты. Я знала все его пути, ходы и выходы, что он делает, что и как будет происходить. Я считаю, что это поступок сволочного человека. Я ему сказала один раз, я говорю, знаешь, ты, говорю, как крыса, ты, говорю, бежишь. Ты, говорю, просто бежишь, и ты поступаешь не по-мужски. Мы даже были не разведены. Он сказал, типа, реши сама этот вопрос. 21 ноября я знала, что в 8 часов вечера он покинет нашу квартиру навсегда. Он был так воодушевлен тем, что он летит во Вьетнам, где мы раньше жили, такой весь счастливый и довольный. А мне хотелось туда больше жизни. Но на данный момент я, получается, осталась с ипотекой, с какими-то проблемами, которые нужно решать. В конце концов, у меня есть родители, ответственность. Я не могу просто все бросить к черту и уехать, как он бросил свою семью, например. Даже своих родителей, которые купили дом и сказали, что ты будешь нам помогать, там ты и брат, и у него был брат, есть. Как бы, ну, вот так вот. И я помню, как я позвонила своим родителям, как я им это сказала. Я очень благодарна Богу, что мои родители, они как бы со мной, и они меня поддерживают. И моя мама приехала ко мне на сутки, у нее была только возможность такая, потому что у всех работа и так далее. Я знала, что, вот знаете, когда вы стоите у обрыва, и вы знаете, что вам нужно прыгнуть, бесповоротно. Вам страшно, но вы прыгаете. И это было то чувство, когда он уходил. Была моя мама, пришел его брат. Почти полгода я ненавидела его мать за то, что она просто не могла позвонить и спросить, что у вас вообще произошло. Просто я не понимала, как так. Сидел его брат и сказал, кинул фразочку. Ну ты же знала, за кого ты замуж выходила. Как мне до сих пор хочется вернуть эту минуту и ответить ему. Но, видимо, так и должно было быть. Я помню эту минуту, когда он ушел. Сидела моя мама, сидела я на диване. Я зашла в комнату. Я не могла в эту комнату зайти потом 3 месяца. Просто не могла зайти. То есть это комната, где наша спальня, и комната, где обычный зал. Я зашла туда. Это была последняя минута. И даже тогда я была такой дурой. Я посмотрела ему в глаза и сказала, скажи, что ты меня не любишь. Зачем, спрашивается, я это сделала? Я не знаю, это, наверное, какая-то эмоциональная привязанность. Он опустил глаза вниз и не смог ничего ответить. И я вышла. После чего он подошел ко мне, погладил меня вот так по голове и сказал, ты справишься. И ушел. Придурок. Когда он это сделал, я просто, я не знаю, я готова была выть волком. То, насколько мне было тяжело и больно, это необъяснимо вообще никакими словами. Это ощущение, как будто бы вам под ногти вставляют 1000 иголок, а вы не можете ничего с этим сделать. Ничего. Ничего. Нету ничего, что вы можете приложить к себе, купить, выпить. Ничего не помогает. Ничего. И вы остаетесь одни с разбитой жизнью, с потерянными мечтами и со всем остальным, наедине сам с собой. И эта тишина, она душит. Я выла волком ночами. У меня была комната, и у нее был плед. Я его просто постелила, потому что я приходила домой, сворачивалась клубком и лежала. Я поняла, что алкоголь не спасает, потому что он еще хуже действует на психику, и когда ты выпиваешь, потом у тебя вообще начинаются такие качели. Качели. Это слово
которое может понять только тот человек, который когда-либо в своей жизни испытал боль. Что такое эмоциональные качели? Это очень страшно и это очень ужасно. Но я очень благодарна одному человеку. Это моя подруга, зовут ее Ирина. Я благодарна ей всем сердцем за то, что тогда она была со мной. Она проводила со мной моменты, когда я дышать не могла. И однажды она мне сказала такую фразу: Вика, вот я ходила в церковь, я ревела, я делала все, что угодно, только для того, чтобы не останавливаться наедине с самой собой. И она мне сказала: Вика, поверь мне, вот ты сейчас ходишь и плачешь, но наступит день. Она мне смотрела в глаза и говорила: я тебе клянусь, наступит день, и ты пройдешь мимо церкви и скажешь спасибо, что так произошло. И этот день настал. И ни на секунду сейчас я не жалею о том, что так произошло, потому что я понимаю, что, оставшись с этим человеком, меня бы завело в такие дебри моя жизнь, я бы уничтожила себя, я бы никогда не была любима, счастлива. И я бы просто растворилась. Меня бы не было. Но так произошло. Самое забавное в том, что когда происходят какие-то такие вот события в жизни, человек начинает верить в различные моменты, такие как, например, полнолуние, лунное затмение и все остальное. Так вот, хотите посмеяться? Перед тем, как поступить вот так вот со мной, я помню эту минуточку даже. Я сижу на работе и пью кофе. И читаю про коридор затмения. И там написано, что у скорпионов в этот период времени будут жесткие изменения в жизни. И там прям написано «развод». Знаете, что я делаю? Так вот выключаю телефон. Вот я его держу. Я его вот так вот выключаю и говорю: да ну нафиг. И на следующий день все происходит. Мурашки. Кто бы мог поверить, что такое бывает? Это просто мистика какая-то. Потом я долго вытаскивала себя из этого состояния. Вытаскивала разными способами. Я не скажу, что я заливалась алкоголем, нет, но были моменты, когда мы могли выпить винишко с моей подружкой и поговорить по душам. Потом я на следующее утро приходила в себя, я очень плакала. Но по итогу я это пережила. Но, видимо, моя судьба решила, что этого мало. Возможно, она пытается меня чему-то научить, я не знаю. После того состояния, когда я была полностью на нуле, когда я была опустошена, потеряна, я, опять же, очень признательна своей маме, своему папе, моим близким людям, моим подругам, которые не оставляли меня в этом состоянии. Они меня вытащили, и я стала становиться на ноги. Я начала немножко есть. Немножко. Чтобы вы понимали, в момент я весила 45 килограмм. Мне вообще не хотелось есть, в принципе. Я не пила никакие антидепрессанты, ничего. А еще у меня был отек квинки на нервной почве. Это было тоже немного страшно, но все прошло хорошо. Вот. Ну что ж, на сегодня все. Буду с вами прощаться. Если вам нужна консультация на любую тему касаемо Египта, то пишите. Все координаты под видео. Подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока-пока.